Привет, дорогие друзья! Рада видеть вас на канале. Сегодня у нас запланировано что-то поистине захватывающее, и я уверена, что вы не пожалеете, что решили провести время со мной. Давайте же скорее начнем. Когда вы заглянете в морскую глубину тропических и умеренных вод, вы, возможно, наткнетесь на существо, которое выглядит так, будто пришло со страниц научной фантастики. Это гребенчатый пилорыл, известный также как обыкновенный пилорыл. Эта рыба будто вырванная из фантазийного морского мира, обладает анатомией, которая не поддается обычным рамкам. Здесь, в зоне морских хороводов и водорослей, где вода переливается всеми оттенками голубого, пилорылы находят свой дом. Они выбирают близлежащие побережья, коралловые рифы и места, буквально оживающие от биоразнообразия, чтобы проводить свои морские дни. Суть в том, что пилорылы не являются обычными рыбами-охотниками. Они настоящие морские инженеры. Их зубчатая пила не просто украшение, она служит важной цели. Они умело владеют этим орудием для расщепления раковин, моллюсков или даже для обрывания твердых панцирей и креветок. Это словно морская версия волшебного меча, способного открыть волшебный мир внутренней добычи. Итак, гребенчатый пилорыл не только является зрелищем для глаз, но и живым доказательством того, что природа любит экспериментировать с формами и адаптациями. Эти рыбы показывают, что даже в океанических глубинах можно найти настоящих индивидуалистов, готовых оставить свое место в морском балете жизни. В океанских галереях гребенчатый пилорыл – настоящий художник размеров. Его длина может варьироваться от 40 до 90 сантиметров, а некоторые виды даже достигают метровой длины и имеют размах крыльев 1,5 метра. Но главная фишка – это его уникальная анатомия, верхняя челюсть с зубцами, словно волшебный инструмент для раскрытия морских тайн. Это пилорыл, не просто рыба, а настоящее произведение искусства в океанском мире. Рыба-пила – это истинный художник формы, ее длинное и плоское тело, словно вытянутое полотно. Однако главная звезда этого шоу – ее пила, вооруженная зубцами как инструмент для открытия живописных морских пейзажей. Она превращает рыбу-пилу в живое произведение искусства. Сияющие под солнечными лучами гребенчатые пилорылы скользят по водным просторам, наводя ужас на морских существ, что смеются на поверхности воды. Но что делает этой рыбой настоящей королевой морской ниши? Ее длинная, словно меч пила, обладает магической силой, способностью разрушать жесткие панцири ракообразных и скорлупы моллюсков. В этом уникальном арсенале орудий пилорылы обнаруживают свою главную роль – совершать маленькие чудеса на дне морском. Они сокрушают защиты моллюсков, забирая себе их мягкие тела. Считается, что никакие зубцы, ни крючки не сравнятся с этим волшебным инструментом естественного мира. Водоросли, креветки, крабы, мидии – это всего лишь небольшая часть пищевой диеты пилорылов. Они, как настоящие гастрономы, выявляют вкусовые ноты в разнообразии морских вкусностей. С их снежно-белым оперением они могут походить на аристократических гурманов в мире подводной гастрономии. Однако даже в морских сказках есть темные главы. Гребенчатые пилорылы, несмотря на свою защищенность, имеют своих естественных врагов. В мире, где закон сильного – настоящий закон, они могут стать добычей для хищников высшей степени. Большие рыбы-хищники, акулы и даже морские птицы могут охотиться на этих зубатых чудаков. Но при этом пилорылы знают, как показать себя с наилучшей стороны. Их зубчатый путь к выживанию продолжается в водных джунглях, где каждое сражение за жизнь превращается в захватывающий бой в поисках пищи и убежища. Таким образом, гребенчатый пилорыл – это настоящая живая история о том, как приспособления и адаптации формируют мир вокруг нас. Вода будто холст, на котором природа рисует свои удивительные произведения искусства. А гребенчатый пилорыл – один из самых изысканных художников этой океанической палитры. Гребенчатые пилорылы, хоть и обладают своими впечатляющими пилами и гастрономическими предпочтениями, также участвуют в завораживающем танце размножения. Под темной покровной ночью, когда океан наполняется романтическими оттенками, они начинают свою водную симфонию. Пила остается на втором плане, и на первый план выходит желание найти партнера. Сложные движения и сверкающее оперение создают неповторимое зрелище, словно хореография из морских мечтаний. После завершения таинственного танца самка выбирает безопасное место для откладывания икринок.
Она сосредотачивает все свои заботливые мысли на создании гнезда, что обычно находится в мелководных зонах у берегов. Тонкие ветки и мягкие материалы создают уютное ложе для будущих потомков. Когда икринки наконец оказываются на свете, родители снова демонстрируют свои заботливые качества. Самец и самка чередуются в том, чтобы поддерживать и охранять икринки, оберегая их от хищников и опасностей. Это созидательное партнерство поднимает размножение на новый уровень, создавая вдохновляющий образ коллективного воспитывания и защиты. Несмотря на свою зрелищную и удивительную природу, гребенчатые пилорылы сталкиваются с определенными угрозами сохранности. Загрязнение морских вод, уничтожение природных мест обитания и незаконная рыбалка. Все это может оказывать негативное воздействие на их популяции. Однако многие страны и экологические организации прилагают усилия для защиты этих уникальных рыб, включая внедрение заповедников, морских парков и образовательных программ. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, что вам понравилось видео. Если вы еще не подписаны, не забудьте нажать на кнопку подписки, чтобы оставаться в курсе всех новых видео. Большое вам спасибо за ваши лайки, комментарии и поддержку. Встретимся в следующем видео. Берегите природу и до новых встреч!